Знаете, для меня, как для проповедника, всегда представляет некую сложность, выбор темы какой-то. Я хоть и не часто, но я отношусь к этому серьезно, готовлюсь, стараюсь, молюсь, пытаюсь получить откровение. Это некий духовный труд. И братья проповедующие пусть скажут аминь, если согласны. Аминь. И каждый раз хочется дать что-то свежее, какое-то слово, и иногда на это просто нет сил. Да, Бог иногда восполняет, и бывает и такое, что ты выходишь уже прямо на сцену и не знаешь, что будешь говорить, но Бог наполняет твои уста. И я вчера так, как правило, начинаешь готовиться за неделю, и, как всегда, как студент в субботу уже окончательные штрихи. И я делал там свою рутинную работу по дому. Даже можно получать откровение, когда делаешь рутинную работу. И Бог мне сказал: да что ты мучаешься, поблагодари церковь, тебе есть за что поблагодарить церковь. Боже мой, действительно, мне есть за что вас поблагодарить. И я верю, это будет в назидание, и я верю, это ободрит многих из нас. И я верю, это даст ответ на многие нужды. Да, мы заявляем о нуждах о своих, мы будем молиться о нуждах, будем молиться о неспасенных. И я верю, что это свидетельство ободрит многих из вас. А если нет, то это просто мой долг поблагодарить церковь. Знаете, я верю, что в Библии есть несколько уровней понимания, есть буквальный смысл, да, который говорит нам о чем-то, и это так и есть буквально. Есть некий духовный или метафорический смысл, и когда Екклесиаст говорит, что кто находится между живыми, у того есть еще надежда, я это интерпретирую как тот, кто находится между духовно живыми людьми. Кто находится в церкви, потому что в церкви находятся духовно живые люди. Скажи аминь. Вы верите, да, правда в это? Если что-то такое я говорю, жизнеутверждающее, говорите аминь. Это меня ободрит, я буду понимать, что у меня есть интерактивная связь с вами. И знаете, я хочу сказать, прочитать вам из 1 Коринфянам 12 глава, 26 стих. Там сказано следующее, я своими словами перескажу. Там сказано следующее. Перед этим там апостол Павел долго рассказывал о теле Христовом, о том, что оно из себя представляет, как оно функционирует. То есть, что церковь – это тело. И потом говорит: посему страдает один из членов церкви, страдает с ним и все тело. И если прославляется один член, то с ним радуется и все тело. Аминь. Мы тело Христово, и он там подытоживает потом. Вы тело Христово друг для друга, а порознь члены. То есть, когда мы вместе, мы тело Христово. И, чтобы вы, наверное, думаете, а что ж ты там поблагодарить хотела? Начинаешь что-то издалека. надо же вступление по канонам проповеди, по канонам, даже короткого выступления. И, надо начать с самого начала. Знаете, мы пришли недавно в эту церковь, относительно недавно, возможно, по сравнению с кем-то из вас вообще недавно, по сравнению с кем-то, может, уже и не так недавно. Мы пришли сюда в 2016 году, и у нас была любопытная история в той церкви, где мы были до этого. Меня там объявили раскольником. В общем, так некрасивая была немного история. Хотя, знаете, раскольником там, если человек хочет за собой кого-то увести, для меня это, равносильно, я не знаю. Я хоть и такой не особо крепкий парень, но если бы меня хотели поставить в руководство церкви, пришлось бы приглашать дюжих ребят, чтобы меня туда затащить. Знаете, да, я ничем не отличаюсь от всех библейских пророков, да, начиная от Моисея, который говорил: пошли Аарона,
там Гедеона, который говорил, я самый слабый, колено наше самое маленькое. В общем, все люди, когда Бог призывает на какое-то духовное служение, они упираются. Я бы тоже не стал и не хотел, и не собирался, ну так вышло. Объявили раскольником. Потом в одной из днепропетровских церквей нас выгнали со служения. Вот прям подошли, сказали, выходите или мы охрану позовем. Представляете, охрана есть в церкви. У вас есть охрана? Подумайте над этим. Группа порядка. Может, ну, в каждой церкви по-своему называется. Ну, я представляю, да, приходите к Иисусу, а он говорит, так, идите отсюда, а то я сейчас охрану... Так, Петр, Андрей, выведите этих. Ну, это, да, смешно, но это очень грустно на самом деле. И когда мы пришли в новое поколение, мы имели беседу с Сергеем Адамовичем, мы все это рассказали. И я, ну, не знаю, ожидал какой-то реакции, не знал, что, ну вот мы пришли, решили все рассказать как есть. Ну, Сергей Адамович не повел даже бровью. Сказал, ничего страшного, хорошо. То есть он не боится таких вещей, слава Богу. Скажите, слава Богу за пастора. Аллилуйя. Вот, и так мы стали посещать новое поколение, и нам здесь очень нравится. Вот, ну, мне точно. Хоть я и не очень активен в служении, знаете, ну, для меня вот Сергей Адамович стал как батя. Простите за такое слово, я увидел недавно, что я у своей старшей дочки в смартфоне подписан батя. Думаю, ну нормально, мне нравится. Раньше был папус, как в фиксиках, помните, может кто-то, у кого дети есть, смотрят мультики, фиксики, там, да, там есть папус. Вот, посмотрите, как вы подписаны у своих детей. Ну, мне кажется, это по-доброму и с любовью. И вот для меня Сергей Адамович это батя. Знаете, я слышал разные истории. Это я к тому, что, ну, я, наверное, не самый удобный, не самый хороший член церкви, скажем так. И, знаете, я слышал такие учения, что нужно вкладывать максимум времени в тех, кто вот перспективный. Не тратьте свое время на людей, которые только тянут вашу энергию и так далее. Знаете, это учение для менеджеров. Для менеджеров церкви. Слово «пастор» для такого человека неуместно, если он так себя ведет. Потому что пастор, он оставляет 99 овец хороших, праведных, и идет спасать вот ту заблудшую, тратит на нее в свое время. Это сердце отцовства, это сердце отца, это вот такое, ну, то, что непонятно прагматичному мышлению. Это вот, знаете, как Давид, когда был государственный переворот, когда его сын устроил вот это вот, обесчестил Давида перед всем Израилем, вошел к его женам, там, устроил реально гражданскую войну, погибло много людей. И когда Давид услышал, что Авессалом погиб, что он убит, что все окончено, он упал и плакал, и рыдал, и говорил, сын мой Авессалом, сын мой Авессалом. Знаете, Иав, тот военачальник Давида, он действовал как государственный муж. Он фактически подавил этот государственный переворот. Он тоже рисковал своей жизнью, чтобы сохранить государство, сохранить Израиль, отстоять Божьего помазанника. И он видит, как Давид вот в пыли там лежит, плачет, посыпает голову пеплом и говорит, да встань, что ты перед всем Израилем унижаешься. Но это был, ну, менеджер, военачальник, а Давид был отец. И он плакал и тужил, он понимал, что, ну, когда человек умер, уже все. Кто находится между живыми, у того есть еще надежда. Даже если ты устроил государственный переворот, надеюсь, среди нас таких нет. Но если ты находишься между живыми, у тебя есть надежда. Надежда на исправление, надежда на прощение, надежда на покаяние, надежда на то, что Господь тебя коснется и выведет тебя. Но если ты умер, уже все.
И поэтому Давид сокрушался, Давид плакал, Давид рыдал, его сердце было разорвано, ему было не до Израиля. Его сын погиб. Вот это сердце отца. Вот это сердце служителя, который заботится о духовных детях, заботится о людях, который обращает внимание на тех, кто не самый лучший. Я не знаю, какое подобрать определение. Есть много неудобных людей в церкви, которые там высказывают какое-то мнение свое отдельное от всех. И знаете, я на себе ощутил доброту и служение Сергея Адамовича. Он мне служил очень много. И посвящал свое время, молились мы с ними, каялись, и я каялся. И со слезами он молился обо мне. И знаете, вот это то, что подкупает, то, что располагает к себе, я не знаю, как еще сказать. Знаете, когда, такое я скажу, может, не все согласятся, чем старше человек становится, тем у него как бы больше из прошлого, это в моей жизни так, какие-то вылезают косяки, которые раньше ты не обращал внимания, когда тебе 20-25 лет, когда ты подходишь к 40, вдруг начинаются, эти моменты. Поэтому вся психология построена на том, чтобы разобраться с твоим прошлым, в какой ты семье рос. Был ли у вас отец доминирующий, или его вообще не было, или как ты жил, испытывал ли ты там какое-то насилие психическое, эмоциональное, сексуальное, физическое. И вот эти вещи, они вылазят у людей там в 40 лет. Мужики сидят со здоровенными бицепсами и плачут, потому что вот у них было такое прошлое. И когда вот к тебе отношение такое доброе, человеческое, это все, покрывает это. Потому что мы все нуждаемся в отцах, так Богом задумано, Он сам наш Отец. И Он вложил в нас, в наши сердца нужду. Вот эту привязанность к отцу, к родителям, к корням, к покрытию, к защите. Аминь. И знаете, когда ты это все получаешь, это исцеляет твои какие-то раны, это дает тебе ощущение защиты, ощущение того, что ты не один. Иногда, сам Бог действует. Я помню, я попал в ДТП, для меня оно было тяжелое, хотя некоторые говорят, это не тяжелое, мы попадали и посильнее, слава Богу, это меня утешает. Но я тогда попал очень серьезно, и я даже не успел еще толком понять, что мне делать. Мне позвонил пастор. Алексей, как у тебя дела? Откуда он знает, что мне сейчас нужна помощь? Потом приехал, и все, не знаю, может мне влетит от пастора, что я так его хвалю. Я должен это сказать. Это благодарность, Сергей Адамович, если вы меня смотрите. И, уже будем сейчас переходить к благодарности церкви. Год назад, в это время, мой младший сын, у которого аутизм, он находился в реанимации на Космической, он выпал из окна с 4-го этажа. Многие знают эту историю, и я сейчас вас хочу поблагодарить за помощь, потому что тогда для меня как бы мир сжался в одну точку, для меня ничего не существовало, я не понимал, что будет дальше, и так случилось, нас не было дома, он был с няней, он облокотился на москитную сетку и выпал из окна. И даже нормотипичные дети выпадают из окон, это бич везде, об этом и Комаровский говорил, и дедушка в скорой помощи проклял эти москитные сетки, хотя они тут, собственно, ни при чем. И знаете, когда я смотрю на то место, куда он упал, у меня кровь стынет в жилах. Я реально понимаю значение этого выражения. До этого не понимал. Потому что там бордюры, какие-то разбитые бутылки, кирпичи. Но он упал так, что на землю и пострадал минимально. У него была целая голова, целый позвоночник. Нам и доктор сказала, что если бы что-то случилось с позвоночником или с головой, шансы выжить были бы минимальны. А так состояние стабильно тяжелое, но жизни ничего не угрожает. Это нам сказали уже на следующий день.
Незадолго до этого я продал свою машину Рено и купил Ланос, потому что нужда была, вот, нужда в финансах, и я думал, что теперь придется и Ланос продать. Потому что денег на реанимацию не было и на все, что дальше за этим последует, потому что реанимация и все не заканчивается. И вот тут Господь явил свою славу. Тело Христа сработало на 100%. И знаете, нам 2 раза кровь собрали. Я только в чате там писал, что нам нужно. И церковь сразу же откликалась, моментально. Откликалась так, что я этого реально не ожидал. Я не ждал, что будет такой отклик. По финансам, жертвовали, многие жертвовали так, что я братьям звонил, говорю, вы не перепутали там ничего, там не лишний 0 случайно. Нет, все нормально, пусть Бог благословит, вам сейчас нужно. И знаете что, я верю, что Бог иногда разговаривает с нами образами. Вы слышали такое утверждение, что вот какой-то образ в душе поднимается, это как Бог говорит. И я видел, такой образ, не знаю, он такой противоречивый, я видел Иисуса как управляющего большой компании. И он улыбался и говорил, как тебе, мои люди? И я говорил, это шикарно, это невероятно, это потрясающе. Самые эпитеты, какие я только могу подобрать. Звонили и писали люди, с которыми я почти не общаюсь, просто так складывается, церковь большая, мы тут не все общаемся друг с другом тесно и плотно, но они звонили, предлагали помощь, транспортом, там чем-то еще, это был такой шквал просто, Бог потряс меня своей добротой и любовью. И именно через Его тело, через церковь, это вы, это ваша заслуга. Аллилуйя, поаплодируйте сами себе. Скажите себе спасибо. Скажите, я вам благодарю и низкий вам поклон. Низкий вам поклон. Я очень признателен, я очень благодарен. Вы явили славу Божью. Вы поступили так, как себя должна вести церковь, настоящая церковь. И в Писании сказано, что прославляется один член, прославляется с ним и все тело. И даже если бы один из вас помог, это все заслуга всего тела, но помощь была очень большая и сильная. Поэтому я очень признателен. Я хочу ободрить тех людей, которые находятся сейчас в острой нужде. Вот посмотри на своего соседа. Вот твой ответ. Сейчас сосед напрягся, конечно. Ребята, так это устроено. Это так работает. Так работает тело Христово. Мы здесь молимся, а Бог находит в своем теле какую-то клеточку, какой-то орган, который приносит ответ в ту ситуацию, в ту нужду. Иногда приходит ангел с неба, но это не часто. Вот я слышал в мусульманских странах, где очень ограниченное свидетельство в силу тех обстоятельств, которые там гонения, там убивают, там запрещена миссионерская деятельность, там сам Иисус людям является. Но здесь в этом нет нужды, и здесь Бог положил эту ответственность на свое тело. Поэтому ты ответ для своего брата, который находится в нужде. Может, у него проблемы с финансами, не за что приехать сюда. Может, проблемы со здоровьем, нужно банально сходить за продуктами. Может, еще что-то. Может, нужда просто в поддержке, в плече, подставить плечо, выслушать. Иногда и это нужно. Даже крепким мужикам это нужно, чтобы их выслушали. Потому что мы точно так же сталкиваемся со стрессами в этой жизни. Точно так же сталкиваемся с неустройством, точно так же сталкиваемся со своим несовершенством, от которого мы же сами и страдаем. И иногда нужно просто, чтобы нас выслушали. Вот для этого церковь и есть. Для этого мы существуем. Для этого Христос нас собрал таких разных, что мы бы без Него не пересеклись бы никогда в жизни. Аминь.
Но сегодня, благодаря Его крови, благодаря Его жертве, благодаря Духу Святому, мы здесь одно тело, и в каждом из нас живет Бог, частичка Бога. И вот Он знает, как тело должно функционировать. И Он правильно им управляет. Знаете, мы много слышали там слов о том, вот церковь косая, кривая, как посмотришь. Но я однажды слышал свидетельство, которое меня потрясло и до сих пор уже многие годы. Как один пастор, он молился, там в селе маленькая церковь такая, и он на молитвенном служении открыл глаз, так молится на сцене, смотрит, один там в носу ковыряется, другие разговаривают, стоят между собой. Ему так досадно и больно стало, как вот я тут так выкладываюсь, так тружусь, Господи, для Тебя, а они, ай-яй-яй-яй. И вдруг он услышал голос Духа Святого внутри. Это тело мое. Меня это потрясло до глубины души. Это тело мое. Если у тебя будет искушение, подумать о твоем брате или сестре плохо, вот он такой-сякой, он грубо с тобой поступил, он что-то не так сделал, он не откликнулся, может быть, не поздоровался или что-то еще. Это тело его. И вот в данный момент происходит почему-то так. Но когда у тебя будет острая нужда, поверь, это так, как поможет тебе это тело, не поможет тебе никто. Это так работает, ребята. Это Бог так устроил. Я не знаю, почему так. Мы, может быть, думаем, что было бы лучше каких-то там специально обученных ребят, которые все знают, все умеют, менеджеры по кризисным ситуациям. Но помогают нам обычные люди, с которыми вчера, может быть, у нас были разногласия, или какое-то предвзятое отношение, или что-то еще. И потом они тебе помогают и выбивают просто оружие из твоих рук, которое ты хотел уже на них направить. Ты опускаешь руки и каешься, и говоришь: Господи, прости и помилуй вообще за это искушение, что я вот так думал. Незадолго до тех событий, которые происходили в прошлом году, я вот так вот думал, что хорошего мне сделала церковь. Я вам рассказал историю, да, как перед тем, как мы пришли в новое поколение. И я начал думать, столько времени потрачено, служения, какие-то школы, колледжи, ячейки, евангелизации, там какие-то выступления, акции, митинги, всего чего только не было. И вот я пришел в такое состояние, знаете, все тяжело, все не так, все плохо, здоровья нет, денег нет, у сына диагноз такой неприятный, плохой, тяжелый. Для Украины это вообще реально, вы предоставлены самому себе. Это я не говорю, чтобы пожаловаться, это я говорю, что есть люди, которые испытывают острую нужду. Это родители детей с особенностями, с аутизмом, синдромом Дауна, с ДЦП. Вот. И, знаете, я вот пришел в такое состояние, я думаю, я столько времени потратил на церковь, вот что мне это дало? Я бы, лучше бы я получил какую-то хорошо оплачиваемую профессию, сейчас бы работал бы, занимался. Представляете, да, какое искушение? И вдруг мне об этом же говорит через какое-то время моя мама, едва ли не слово в слово. Що тобі дає ота церква, що ти стільки туди ходиш? Я так разозлился, а потом я понял, что, это уже духовные вещи. Если уже сатана пытается проникнуть в мою душу, и он пытается говорить это через близких мне людей. Я тогда противостал молитвой, и спустя какое-то время Бог просто ответил. Он сокрушил, Он показал, вот что такое церковь. Но даже если этого всего нет, люди, мы идем в небо. Мы не здесь будем хвалиться, потому что апостол Павел говорит, если вы хвалитесь тем, что, надеетесь в этой жизни на Христа, то вы несчастнее всех человеков. Реально, не в этой жизни, не то, что у тебя тачку тебе крутую Бог даст, или дом хороший, или устроит твоего ребенка на хорошую работу, или в институт даст ему, или что-то еще. Нет! Вообще не об этом речь.
Мы идем в небо. И вот там мы получим воздаяние. Аллилуйя! Слава Господу!